Так, сегодня мы попробуем модернизировать компьютер, заменив в нем системный диск с SSD на SSD NVMe. Поставим его через переходник в слот видеокарты PCI Express 16X и сравним скорость, какая у нас получится после модернизации. Такой вот M2 диск. Такой переходник. Что у нас в комплекте? Радиатор, болтики, две прокладки. Одна потолще, где-то, наверное, миллиметра два, а вторая чуть больше миллиметра. Почему две прокладки? Если мы ставим диск сразу, то у нас получается зазор между платой и самим диском M2. И потом, когда мы к нему приклеим прокладку и начнем прижимать радиатор, то радиатор начинает плату M2 прогибать. Она будет просто выгнута стороной к плате. И, соответственно, начинает контакт тепловой нарушаться между прокладкой и радиатором. Вот поэтому производитель специально дополнительно кладет еще одну прокладку. Она ставится между диском и платой контроллера. И уже плата не будет прогибаться. Вот, собственно, весь трюк. В идеале, конечно, наклейку гарантийную было бы хорошо отклеить, потому что бумага не имеет такой теплопроводности, как прокладка. Но при этом производитель пишет, что мы лишимся гарантии. Здесь вот под мелким шрифтом написано. Поэтому немножко в ущерб теплопроводности мы наклейку отклеивать не будем. Ну, все, собираем.
Один болтик, похоже, запасной. Все, теперь у нас уже часть тепла будет отводиться от SSD M2 на саму плату текстолита. Это уже неплохо. Вот что у нас получилось. Микросхемы расположены посередине, поэтому часть прокладки просто не используется. Можно было, конечно, ее отрезать. Все, готово к установке. Дальше посмотрим по скорости. Устанавливаем слот видеокарты. Он у нас здесь не используется. Видео встроено. Вот так это выглядит. Сравниваем скорость. Это обычный жесткий диск. Вот результат. Обычный жесткий диск через контроллер серии ALTA. Ну вот выдает скорости 114-111. Теперь проверяем подключенный к этому же контроллеру SATA диск SSD. По-моему, там микрон. Ну, крутится он на микрон памяти. Ну, потом заглянем, что там стоит. Ну и вот результат. SSD-диск, получается, в 2 раза быстрее работает, чем обычный жесткий диск. Ну, тут очевидность SATA контроллера еще второй версии. Если бы он был третий, то эти скорости были бы в 2 раза выше. То есть SSD-диск здесь немножко работает в заторможенном режиме. Ну а теперь посмотрим, как работает, на какой скорости
M2 SSD диск, который мы установили через переходник в слот видеокарты. Вот итоговый результат тестирования NVMe диска. Ну и как видите, он в 6 раз быстрее, чем диск SSD на сериал шине. И, соответственно, в 12 раз быстрее, чем обычный жесткий диск. Причем эти результаты не являются там супер высокими, потому что, очевидно, здесь шина PCI-Express для видеокарты еще старого стандарта, второго, потому что если бы это был третий стандарт, скорость была бы 3500, а четвертый, который и современные платы имеют, там уже скорости до 7000. Сейчас мы найдем конфигурацию, посмотрим, что там за плата и какой там стандарт PCI-16 шины. Так, ну вот информация о материнской плате. Здесь интеловская материнская плата. Вот мы видим наши диски, которые мы тестировали. Вторая позиция — это жесткий диск Western Digital. Сам диск поддерживает до 6 гигабит в секунду. Потом второй диск SSD, подключенный тоже к сериал контроллеру, 6 гигабит в секунду. Сам диск поддерживает, но материнская плата не поддерживает. И вот наш контроллер NVMe, который мы установили через переходник Apache. Он поддерживает скорость 4X. Ну а сейчас заглянем, что реально поддерживает сама материнская плата. Системная плата. Ну вот мы видим, что, видите, сам слот видеокарты еще второго стандарта. Поэтому скорость реализует не полностью NVMe накопитель. Но тем не менее, все равно это в 6 раз быстрее, чем обычный SSD. Вот этот же контроллер описан еще раз. Да, вот его скорость 2.0. Слот видеокарты. А вот контроллер жестких дисков. Ну, тут вот написано, что максимальная скорость 3 гигабита. Ну, в общем, вот такие результаты. Ну, еще в качестве рекомендаций могу посоветовать, если вы уже устанавливаете NVMe диск, то уберите его немножко с запасом по емкости. То есть, если вы считаете, что вам хватит 256 гигабайт, ну, отжалейте немножко, берите 512. Потому что с увеличением емкости растет скорость диска. Он очень любит иметь резерв емкости свободный, неиспользуемый. Если вы полностью заполните SSD-диск, у него скорость начнет падать. И второй плюс — это увеличение в 2 раза ресурса записи диска. То есть 512 гигабайт будет иметь ресурс в 2 раза выше, чем 256 гигабайт. На этом все. До свидания.